Лондон. Весна 43-го года. Город задыхался от сирен воздушной тревоги и пороховой гари, но 34-летний лейтенант-командор Ян Флеминг искал спасения не в бомбоубежищах. Его полем боя стал сырой, насквозь прокуренный полуподвал здания Адмиралтейства, знаменитая комната номер 39. Флеминг сидел за массивным деревянным столом, рассеянно вертя в пальцах незажженную сигарету. Мужчина с аристократическими манерами, бывший журналист и неисправимый романтик, он обладал избыточным, почти болезненным воображением. Военное руководство ценило его за умение мыслить категориями детективных романов, которые он так любил. И прямо сейчас от его фантазии зависел исход всей европейской кампании. Задача, стоявшая перед ним и горсткой других интеллектуалов, казалась невыполнимой. Союзникам кровь из носу нужно было высадиться в Сицилии, но Гитлер ждал их именно там. Остров превратился в неприступную крепость. Штурмовать его в лоб означало отправить на убой целую армию. Флеминг глубоко затянулся, выпустив плотное облако дыма, которое повисло над разложенными картами Средиземноморья. Обычная военная стратегия зашла в тупик. Нацистов нельзя было победить силой, их нужно было перехитрить. Заставить поверить в то, чего нет. Именно тогда в голове будущего создателя Джеймса Бонда окончательно оформился безумный, циничный и одновременно гениальный сюжет. Сюжет шпионского романа, который им предстояло написать не на бумаге, а в реальной жизни. Чтобы спасти сотни тысяч живых солдат, Флемингу и его коллегам требовалось разыграть идеальный спектакль. И главным актером в этой постановке должен был стать человек, которому уже никто не мог причинить вреда. Мертвец. Идея казалась безумием, граничащим с кощунством, но времени на сомнения не оставалось. Разведчики понимали, немецкая контрразведка, Абвер — это отлаженный, дьявольски дотошный механизм. Гитлеровские аналитики не поверили бы банальной дезинформации. Им нужна была улика, которую невозможно сфабриковать в спешке. Им нужно было тело. В поисках идеального кандидата офицеры Ми-5 втайне от всех обыскивали лондонские морги, пока не наткнулись на труп Глендура Майкла. Этот 34-летний бездомный из Уэльса прожил ничем не примечательную, глубоко несчастную жизнь и умер в полном одиночестве, проглотив крысиный яд. Смерть от фосфида цинка вызывала химическую пневмонию и отек легких. Для патологоанатома это выглядело почти один в один, как утопление. Парень, у которого при жизни не было ничего, идеально подходил на роль офицера, погибшего в авиакатастрофе над морем. С этого момента несчастный бродяга перестал существовать. Усилиями Флеминга и его коллег на свет появился майор Уильям Мартин, кавалер Королевской морской пехоты. Теперь Флемингу предстояло совершить главное писательское чудо в своей жизни — вдохнуть душу в мертвеца. Немецкие шпионы в нейтральных странах обязательно перевернут карманы погибшего офицера, если тот попадет к ним в руки. И они должны увидеть не манекен, а живого человека со своими слабостями, долгами и страстями. Каждую деталь легенды Флеминг продумывал с маниакальной точностью автора криминальных бестселлеров. В карманы новенького, но слегка потертого мундира майора Мартина положили ключи, цепочку, перочинный нож и связку автобусных билетов. Но это было лишь фоном. Чтобы оживить образ, мертвецу придумали невесту по имени Пам. Флеминг лично уговорил одну из сотрудниц разведки дать свою фотографию в купальнике, которую вложили в бумажник майора вместе с 2 пылкими, полными тревоги любовными письмами. Для убедительности туда же добавили чеки. Один — за покупку обручального кольца в дорогом ювелирном магазине на Бонд-стрит, другой —
на 2 билета в лондонский театр на популярную комедию. Но идеальный герой выглядел бы подозрительно. Поэтому Флеминг добавил Мартину земных проблем. В карман легло гневное письмо от отца, недовольного выбором невесты, и официальное уведомление из банка о крупном овердрафте. Майор Мартин оживал на глазах. Он стал безалаберным, влюбленным парнем, который тратил больше, чем имел, и отчаянно спешил жить в военное время. Финальным штрихом стал портфель из телячьей кожи, который намертво, стальной цепочкой, приковали к запястью покойника. Внутри лежали личные, неофициальные письма высокопоставленных генералов из Лондона. В них, как бы между прочим, полунамеками, обсуждался грядущий удар. Из этих строк следовало только одно: союзники пойдут на Грецию и Сардинию. Сицилия — не более чем блеф. Спектакль был написан. Настало время поднять занавес. В конце апреля 43-го года подводная лодка Королевского флота «Сераф» бесшумно всплыла под покровом ночи у южного побережья Испании, недалеко от городка Уэльва. Выбор места был хирургически точным, здешние течения гарантированно выносили все на берег, а в самом городе хозяйничал активный, чрезвычайно исполнительный немецкий агент. Командир лодки и несколько офицеров, знавших о тайне стального контейнера на борту, подняли тело майора Мартина на палубу. На него надели спасательный жилет, проверили цепочку от портфеля и аккуратно опустили в ледяную морскую воду. Прощальных речей не было. Лодка также бесшумно ушла на глубину, оставив мертвеца выполнять свой последний и самый главный приказ. Утром труп выбросило на песчаный пляж. Его нашел местный рыбак. Испанские власти, соблюдавшие формальный нейтралитет, но тайно симпатизировавшие нацистам, сработали именно так, как рассчитывал Флеминг. Тело передали врачам, а секретный портфель тут же привлек внимание местной полиции. Новость о погибшем британском курьере с важными бумагами мгновенно долетела до Берлина. Немецкий шпион в Уэльве развил лихорадочную деятельность, требуя любой ценой заполучить содержимое документов. Началась тончайшая психологическая дуэль. Чтобы не вызвать подозрений, британское адмиралтейство запустило официальную машину розыска. В прессе дали ложное объявление о гибели майора Мартина, а по дипломатическим каналам в Мадрид ушли панические шифровки с требованием немедленно вернуть портфель нераспечатанным. Немцы заглотили наживку вместе с крючком. Испанские офицеры аккуратно извлекли письма, не повредив восковые печати, сфотографировали их и передали лично в руки руководителю Абвера, адмиралу Канарису. В Берлине эксперты Гитлера изучили каждую строчку. Они проверили все, от штемпелей на любовных письмах ПАМ до корешков театральных билетов. Улики были безупречны. Майор Мартин был реален, его долги были реальны, его любовь была реальна. А значит, были реальны и планы вторжения в Грецию. Документы легли на стол Адольфу Гитлеру. Параноидальный диктатор, и без того панически боявшийся потерять Балканы, поверил мертвецу безоговорочно. Поверив вымышленной истории, написанной лейтенантом Флемингом в лондонском подвале, Гитлер совершил роковую ошибку. Гонцы полетели во все концы Третьего рейха. Из Сицилии, которую фюрер теперь считал лишь отвлекающим маневром, начали спешно выводить войска. Мощные танковые дивизии, артиллерийские полки и эскадрильи истребителей перебрасывались за сотни километров в Грецию и на Сардинию. Греческие пляжи спешно минировались, там строились доты и укрепления. Немцы готовились встречать армию, которой не существовало. А Сицилия осталась практически беззащитной. 10 июля 43 года горизонт у берегов Сицилии почернел от сотен кораблей союзников.
Началась операция «Хаски». Британские и американские солдаты, готовые к кровопролитной бойне и штурму неприступных скал, с изумлением обнаружили, что береговые укрепления полупусты, а немецкие танки находятся на другом конце Европы. Высадка, которая должна была стать катастрофой, превратилась в стремительный триумф. Остров был взят с минимальными потерями за считанные недели. Путь на Рим был открыт, а режим Муссолини рухнул. Горстка интеллектуалов, вооруженных лишь фантазией, деталями и знанием человеческой психологии, переиграла всю военную машину Третьего рейха. А Глендур Майкл, нищий бездомный, отвергнутый обществом при жизни, обрел вечный покой на кладбище в Испании под именем майора Уильяма Мартина. Человека, который в одиночку выиграл одну из главных битв Второй мировой войны. Ян Флеминг вернулся в свою комнату номер 39, когда первые донесения ошеломительного успеха на Сицилии только начали поступать в Лондон. На его столе все так же лежали пустые бланки, пепельница ломилась от окурков, но напряжение, сковывавшее Адмиралтейство долгие месяцы, наконец спало. Нацисты не просто поверили в обман, они до самого конца защищали Грецию от призраков. Даже когда британские танки уже катились по дорогам Сицилии, Гитлер еще 2 недели удерживал на Балканах элитные дивизии, убежденный, что истинный удар впереди. Этот триумф чистого интеллекта навсегда изменил самого Флеминга. Именно там, в полумраке шпионских архивов, среди поддельных писем, фальшивых документов и циничных комбинаций, родился фундамент для его будущих книг. Он понял, самое мощное оружие в мире — это не пистолет в кобуре, а детально продуманная легенда и умение заставить врага играть по твоим правилам. Весь этот опыт, от секретных гаджетов до леденящего кровь цинизма высшего руководства, спустя годы перекочует на страницы романов о суперагенте 007. Но в 43-м Флеминг не думал о славе писателя. Он думал о человеке, который лежал под палящим солнцем Андалусии. Уильяма Мартина похоронили со всеми воинскими почестями в городе Уэльва. На его могиле установили белый мраморный крест, к которому британское правительство долгие годы возлагало венки. Для всего мира он оставался героем, отдавшим жизнь за свободную Европу. И лишь узкий круг посвященных знал, что под этим именем покоится несчастный Глендур Майкл, парень, который за всю свою короткую жизнь не видел ничего, кроме нищеты и презрения, но после смерти спас десятки тысяч чужих сыновей, мужей и братьев. Только в самом конце XX века, когда гриф секретности с операцией «Мясной фарш» был окончательно снят, на его могильной плите появилась маленькая, но самая важная приписка. Британское Адмиралтейство официально добавило к вымышленному имени его настоящее. Эта история осталась в аналах спецслужб как идеальный, хрестоматийный пример того, как величайшая империя и ее безупречная военная машина могут быть разбиты вдребезги всего одной деталью, чеком за обручальное кольцо в кармане мертвеца, которого никогда не существовало. Так завершилась эта невероятная партия, разыгранная на грани жизни, смерти и чистого вымысла. Оглядываясь назад, понимаешь, что операция «Мясной фарш» стала не просто удачным маневром, а поворотной точкой в самой философии ведения войны. Она доказала, век, когда исходы сражений решались исключительно количеством штыков и калибром артиллерии, ушел в прошлое. Наступила эра информационной войны, жестокой, тонкой, где главным оружием стал человеческий разум. Для Яна Флеминга этот подвальный заговор стал лучшей писательской школой, которую только можно было представить. Он увидел, как придуманные им строчки меняют движение армий на карте мира. И когда в 50-х годах он сел за печатную машинку, чтобы создать Джеймса Бонда, он писал не просто приключенческий боевик. Он переносил на бумагу ту самую атмосферу из комнаты номер 39,
циничный расчет, безупречный стиль и абсолютную веру в то, что один человек, даже если этот человек мертв, способен изменить ход истории. Сегодня, спустя десятилетия, история майора Мартина продолжает восхищать историков и сценаристов. Но за красивым шпионским фасадом и интеллектуальным блеском британских аналитиков всегда будет стоять молчаливая фигура уэльского бродяги. Глендур Майкл не выбирал своей судьбы, он не рвался на фронт и не совершал осознанных подвигов. Но по иронии судьбы, которая бывает только в реальной жизни, именно его тихое, незаметное существование и трагический финал стали тем самым недостающим элементом, который спас мир от нацизма. Секретные архивы раскрыты, старые карты покрылись пылью, а вымышленные письма Пам давно стали музейными экспонатами. Но каждый раз, когда мы говорим о силе человеческого интеллекта, способного переиграть слепую ярость военной машины, мы вспоминаем этот мрачный лондонский подвал, сигаретный дым и безумный план, который навсегда вошел в историю как величайший обман во имя спасения жизней.